Почему люди верят в гороскопы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, что на самом деле гороскопы дают людям. Да? И я с точки зрения психоаналитической вижу две основные функции. Первая функция – это функция зеркала. Гороскопы отвечают на вопрос, какая я или какой я. Да? То есть, когда мы смотрим, вот я по гороскопу Овен или я по гороскопу Дева, и мы читаем характеристики, мы как будто бы смотримся в зеркало и говорим, да, 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 да. То есть, что такое функция зеркала? Это как будто бы функция понимания. Да? Меня понимают, меня видят. Вот есть в аватаре, в первом аватаре, вот эти жители другой планеты, они говорили друг другу: я тебя вижу. Да, и вот это. И это очень важное такое для нас психическое переживание. Второй фильм мне вспоминается, это фильм «Солярис», вот где Джордж Клуни играет, и там есть фраза, что нам не нужны другие мира, нам нужны зеркала. Вот потребность в зеркале – это очень глубинная потребность человека, потребность, чтобы кто-то меня отзеркалил, показал мне меня, и тогда я как будто бы становлюсь настоящим, я вижу это, я чувствую себя живым. Еще раз, это я сейчас такие глубинные вещи говорю, но мы так себе внутри не проговариваем, но на самом деле так это чувствуем, поэтому каждый раз мы так сладко замираем, когда кто-то говорит: вот я сейчас расскажу, какой ты или какая ты, да. Значит, это первая функция, функция зеркала. Вторая функция, которую для нас выполняют гороскопы, это функция стабилизации. То есть кто-то извне говорит: послушай, вот будет вот так вот, ты себя вот так вот будешь вести, вот это правильно, вот тогда-то несчастье закончится, тогда-то светлая полоса начнется и так далее. То есть здесь не важно, это прогноз позитивный или прогноз какой-то негативный. Важно, что он стабильный, что это есть определенность. Да? Кто-то говорит: вот так это будет. То есть есть определенность, а определенность для психики очень важна. Почему эти две функции, функция зеркала и функция определенности, настолько важны для психики? Ну, потому что это то, что делает для младенца мама. Ну и для маленького ребенка, но для младенца это критически важно. Да? Мама отзеркаливает, да, говорит, что он есть и какой он. Это первое. А второе, и еще мама называет и какой он, и что происходит. Например, что сейчас это чувство голода, да, потому что для ребенка, ну, вот младенец, он не понимает, он первый раз с этим сталкивается, и для него чувство голода это, ну, некий раздирающий изнутри монстр, он не понимает, что это такое. А мама говорит: это чувство голода. То есть она зеркалит, называет: вот что это. Ты такой, это то, это другое, вот, а это чувство голода. Это первое. А второе, мама рассказывает, дает понятный, четкий прогноз, что будет дальше. Сейчас ты поешь, и чувство голода будет отступать. И потом будет хорошо. Или вот сейчас укольчик, это страшно, тебе будет больно, но потом тебя больше не будет ножка болеть, и все будет хорошо. Понимаете? Вот неважно, мама говорит, что будет хорошо или плохо, но она дает понятную, стабильную картину того, что будет, и мне спокойнее, и я могу это пройти. И когда внешне случаются такие тяжелые ситуации, тяжелые события, как сейчас, например, наша младенческая часть, ну, то есть психика регрессирует, и вот эта младенческая часть, она часто выступает на сцену, и она требует вот такой вот мамы хорошей. Поэтому популярность гороскопов, ясновидящих, гадалок и так далее в такие времена традиционно растет. Это не хорошо, не плохо, важно это осознавать. Когда вы идете за гороскопом, когда вы идете к ясновидящей и так далее, вы хотите поддержать вот эту свою младенческую часть, дать ей какую-то внешнюю опору, и это окей. Но при этом важно помнить, что мы своей младенческой частью не можем ни создать успешный бизнес, ни создать хорошие отношения, ни развиваться профессионально и так далее. Это мы делаем другими своими частями. И вот эту вот младенческую часть мы поддерживаем для того, чтобы успокоиться, чуть-чуть себя привести в баланс и дальше, опираясь на себя, создавать отношения, развивать свою семью, развивать свой бизнес, создавать в своей жизни то, что вы хотите создать.